Друзья, если взять самую популярную уличную еду и объединить с хитом французских ресторанов, получится просто отвал башки. Сегодня готовим черную шаурму жульен. Досматривайте видео до конца. В процессе расскажу, как приготовить черный лаваш в домашних условиях. Лайк авансом. С вами Мангалыч. Погнали! Значит, для шаурмы мы будем использовать куриное бедро. Оно получается более нежное, более сочное. Вот мы купили 4 штучки, я их уже все зачистил. Осталось одно, покажу я вам. Шкурку обязательно убираем и удаляем косточки. Делаем надрез прямо по косточке и отделяем косточку. Можно сильно не стараться срезать все мясо, косточки можно использовать на бульончик куда-нибудь. Все. Вот у нас получается вот такое бедрышко. Так, нам надо сейчас быстренько, в первую очередь, замариновать курицу. Значит, подсаливаем по вкусу. Специи все по вкусу. Мы добавим черный перчик, кориандр, сушеный чесночок и чуть-чуть хмели-сунели. Чуть-чуть совсем. Так, посолили, поперчили с двух сторон. Хорошенько смешиваем, чтобы все туда пропиталось. Вот так. Потому что мариноваться воно у нас будет недолго. Сейчас 2-3 минутки. И мы будем обжаривать все. Вот так, хай быстренько пропитывается. Отставляем в сторонку, друзья. И сейчас нам надо накрошить грибочки. Крышим их не сильно мелко, напополам и рубаем. Друзья, граммовки на шаурму М, на шаурму С я оставлю все полностью в описании. От точных граммовок зависит вкус. Если переборщить чего-нибудь, ну не получится та вкуснятина, яку я вам сейчас покажу. Так что заглядывайте в описание и смотреть. Там будут граммовки на S-ку, на маленькую шаурму, и на M-ку, стандарт. Так, вот быстренько подготовили наше мясо и грибочки. Все накрошило, самое тяжелое закончено. Включаем плиту. Добавляем сюда масло. Мы добавили обычной олейки. И у нас тут ароматизированное масло есть. Вот. Воно придає більше вкуса ще, так як курочка у нас мариновалась буквально 5 минуток. Обжарюємо на середньому огоньке, щоб не горіло, щоб не сушилось, щоб сочність осталась. От. І вилажуємо бедрышко целиком. Не треба його різати на мелкі части, тому що воно повністю висохне. Переворачуємо. От. По 3 минутки, щоб не пригорали. Специи, чтобы не все сгорали. О. Пока обжаривается курочка, сейчас быстренько подготовим остальные наши ингредиенты. Так, у нас тут помидорчик. 200 грамм. Нарезаем его. Вот так. Напополам. И тоненькими полуслайсиками. И переложим тарелочку. Вот так вот. Вот, прижимаем. Уже вроде готовая. Вот, на среднем огне ничего не пригорает. Друзья, вот так аккуратненько надрезать, чтобы сковородку не поцарапать. И проверить. Все беленькое, вот сочное. Все. Снимаем, оставляем остывать. И сюда то же самое масло отправляем грибы. Друзья, в серединку вот так вот ложим сливочное масло. Так, друзья, сильно грибы не засушим. Нам надо
щоб випарилась вся влага, ну не вся, якщо випариться, то можна їх називати сушені гриби. Щоб вони уменшилися в 3 рази. У нас 500 грам, тут получится 330-350 грам. Жарим на среднем огне. Вот так. И еще минутки 3-4, максимум 5. Пока жарятся грибочки, натрем сыр. Трем на меленькую терочку. Мы используем моцареллу, можно сулугуни, можно вообще любой сыр, который хорошо тянется. Так, друзья, вот почти готовые грибочки. Мы их не солили, не перчили, ничего. Сейчас добавляем соль по вкусу. Вот так вот. Багато специй не надо. И черный перчик тоже по вкусу. Вот. Есть. Можно добавить красную паприку. Можно добавить любые специи, которые вам нравятся. Я добавлю вот чуть-чуть. Сванская соль у нас. Чуть-чуть, чтобы не забивать вкус грибов. Нам надо ця лесная свежесть, цей вкус. Все, практически готово. Сильно высушивать не надо. Выключаем плиту. Осталось приготовить обалденный соус. Я сделаю сегодня бюджетный вариант. Кто хочет помощней, вот тут оставлю подсказочку. В прошлом видео мы делали крем-соус. Такой шаурме вообще будет оторви башка. Так, тут у нас майонез. Можно использовать сметану, можно вперемешку. Тут у нас 250-270 грамм майонеза. Сюда нам надо взять укроп. Убираем черные и стебельки. И отправляем сюда. И сюда по вкусу добавляем чесночок. Чуть-чуть добавим, друзья, французская горчица. По вкусу. Чайную ложечку без горочки. Вот. И хорошенько смешиваем. И пробуем. Если кому не хватает сольки, можно добавить соевого соуса чуть-чуть. Или просто соли. Но тут как раз всего норму. Осталось курочку нарезать вот такими не сильно мелкими, кубики 1,5 на 1,5, я бы сказал. Вот, чтобы когда кусал, чтобы чувствовал мясо. Любите помельче, нарезайте помельче кусочки. Я вот такие кусочки люблю, вот, чтобы был побольше кусочек. Оно тогда, чувствуется кусочек мяса. И желательно, друзья, при жарке, когда мы жарим, чуть-чуть давать корочку. Чтобы оно у нас мясо получалось не вареное, а чтобы мясо сверху получалось с корочкой, со специями. Тогда оно вообще бомбезный вкус. Так, переложим вот сюда. Есть. Так, друзья, быстренько сейчас переложим наш соус вот такую бутылочку и начинаем собирать шаурму. Вот такие у нас лавашик. В первую очередь на низ ложим наши грибочки. 100 грамм. Вот так вот. Красота. Есть. На грибочки добавляем 35 грамм помидорчика. Вот так вот. Есть. Сюда 120 грамм мяса. 100-120 грамм. Все аккуратно поджимаем сюда в кучку. Потом добавляем сыр. 60 грамм. Сыра должно быть хорошенько так.
Вот. Домашний сыр у нас. Вот так он слипается после терки. Есть. И по вкусу чесночный соус. Вот так вот. Раз по бокам. Два. И заворачиваем. Так, раз. Аккуратненько. И поджимаем. Вот так вот. Опа. Так, друзья, включаем сковородку прогреваться, без масла, без ничего, на сухую, так сказать. Сейчас нам надо быстренько шаурму нашу, вот, подсушить лавашик и сделать хрустящий, тот вкус обалденный, к кому мы все привыкли. Вот, ложим на горячую сковородку, чуть-чуть прижимаем, обжариваем с одной стороны 2 минутки на большом огне и со второй стороны на большом огне по 2 минутки, 2-3 минутки. О, такая вот, друзья, вкуснятина. Приятного аппетита. Шаурма жульен. Просто бомба. Просто не передать словами. Друзья. Сочность. Вкус грибов. Вкус сыра. Ой, друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. А такие черные лаваши готовятся обыкновенно в духовке. Таких тоже больших размеров. Только туда добавляется чернило каракатицы. Ну, я еще читал, что можно добавить активированный уголь. Кому интересно, давайте насобираем 15 хотя бы комментариев. Я вам могу приготовить такие лаваши в следующий раз. Добавляемся, комментируем, лайкируем. До скорых встреч. Так ел красиво ты. Угу. Нам пишет, не жри так вкусно. Ага.